Сегодня мы поговорим о том, как открыть шаурму. Когда в них заходишь, тебе немножко стыдно, да? Прорабатывая все это вместе, за месяц я потолстел на 12 килограмм. Мы начали тестировать, как мы их будем заворачивать, потому что есть там несколько способов заворачивания шаурмы. Все люди, которые заходили, для них было удивление просто увидеть такого типа шаурмы. Около 2-3 раз нас просто проверяла полиция. Никто не знает, что у меня 100% арабик, который лично я выбирал, и у меня тахикардия, случилась. Привет! Сегодня мы поговорим о том, как открыть шаурму, или дёнерную, кто как ее называет. Об этом нам расскажет Артем Горбунов, который является владельцем сети мясных лавок Томагавк, и он уже был в наших выпусках. Смотрите этот выпуск до конца, ставьте лайки, погнали! Привет, Артем! Привет, Алексей! Как тебе вообще пришла идея открыть шаурму? Ты же занимался мясом, у тебя успешный бизнес. Зачем шаурма? Смотри, мясо, которое я создал, это не для всех, это для сегмента средний плюс, то есть для людей, которые истинно ценят свежий фермерский продукт, без ГМО, без добавок и так далее и подобное, то есть продукт с села. Я искал нишу, которая подходит всем, по карману, по душе и так далее и подобное. Я посмотрел на стритфуд. В стритфуде стало понятно, что все шаурменные, донорные, практически все, я не говорю про абсолютно всех, в Украине открыты таким образом, что когда в них заходишь, тебе немножко стыдно, да, за то, какого вида они или как устроена кухня. Я посмотрел на разные примеры в Германии и в Польше, которые открыли прекраснейшие шаурменные, прекраснейшие доноры и даже запустили это в ТРЦ. И подумал, почему бы не сделать это здесь, у нас в Украине, не сделать это глобально, не сделать это по франшизному подходу. Таким образом появилась идея сделать правильную, классную шаурму, выполненную нашими украинцами на профессиональной кухне. А когда открываешь шаурму с нуля, с чего ты начинаешь? То есть ты выбирал дизайн, выбирал мясника, что ты делал? Смотри, в первую очередь я заморочился на продукте. В первую очередь мы начали делать собственные соусы, прорабатывать рецепты, прорабатывать поставщиков курицы, прорабатывать поставщиков огурцов, прорабатывать поставщиков соленых огурцов, помидоров и всего, что входит сейчас в Киевдонер. В тот момент, прорабатывая все это вместе, за месяц я потолстел на 12 килограмм, поэтому, в принципе, было вкусно, но иногда не попадали в точку. Продукт вышел обалденный. А сколько вообще, вы продаете франшизу, сколько нужно для того, чтобы открыть себе одну точку шаурмы? Под ключ точка шаурмы от 9 метров квадратных в Мафе стоит от 15 тысяч долларов. Если это формат кафе, это уже 18 метров квадратных, это стоит от 20 тысяч долларов. И формат ТРЦ будет стоить где-то примерно 35 и больше тысяч долларов. А на что идут эти деньги? Деньги распределяются таким образом. У нас есть паушальный взнос, как во франшизу. Для маленьких точек это 5 тысяч долларов, для больших точек это от 7 до 10 в зависимости от того, какой будет концепт. Все остальное идет на оборудование, на аренду, на проведение света, на оформление сотрудников, документов, что такое. То есть наша шаурма это одна из тех одна из тех фастфудов, которые оформлены легально, со всеми документами, со всеми поставочными документами и так далее и тому подобное. А какие вообще документы нужны для того, чтобы открыть дёнерную или стритфуд на улице? В первую очередь вам нужно открыть ФОП, получить на него счет. ФОП должен быть второй группы. Дальше вы даете декларацию Держспоживслужбе и получаете ответ, одобрено ли это место, либо не одобрено. Также вы должны иметь сертификаты на всю мясную продукцию и не только. Всю продукцию, которую вы продаете в своих шаурменных или в донорных. Мне кажется, в вашем бизнесе огромное влияние имеет локация. Где лучше размещать шаурму? Как выбирать место? Там, где много стритфуда, там, где никого нет, но людей поменьше? Зависит, какую шаурму. Если у тебя вкусная, классная шаурма, у тебя очень классный продукт, то тебе, в принципе, можно размещать в тех местах, там, где уже есть шаурменные. Первое, что тебе нужно будет там сделать в тех местах, это дать людям твой продукт попробовать. Если он действительно сравнимо лучше, чем у конкурентов, то люди перейдут к тебе. Если у тебя продукт
не лучше, чем конкурентов, а просто на уровне либо хуже, то такие места не для тебя. Самые топовые места, которые ты можешь открыть шаурменные, это места возле университетов, больших крупных университетов типа КПИ либо НАУ, там, где нет у тебя конкурентов поблизости, например, там в 500, там, в километре. То есть это идеальные места для установки шаурменных. Также это вокзал есть, автовокзал, любые выходы с метро. А какие вообще цифры этого бизнеса? Сколько, ну вот я, допустим, открыл себе шаурменную одну, сколько я могу на этом заработать? Ну смотри, по всем шаурменным, которые у нас открыты, мы ожидаем, что она будет минимально тебе приносить чистыми от 1000 УЕ в месяц. Вот. Но некоторые шаурменные уже это перешагнули. Мы очень заточены на то, чтобы ты получал от 1000 и больше. Но некоторые шаурменные уже могут получать 2 и больше. Это очень зависит от места, от проходника и так далее и тому подобное. Сейчас у нас, например, открывается точка на станции метро Кловская, и у нас на нее очень большие надежды, так как там шаурмы практически никогда не было. И вот недавно там стал небольшой ларек с шаурмой. Ты все время говоришь, что шаурма должна быть вкусной. А как вообще создается этот рецепт? Кто его выдумывает? Или мне кажется, ну, шаурма, или там целый спектр рецептов? Я на самом деле с самого начала думал, что шаурма это очень просто. Что шаурма это там лаваш, овощи, правильная какая-то курица, не пересоленная, как обычно у всех. Вот, это все завернул и выдал. Но это неправда. В шаурме, как оказалось, есть очень много тонкостей, и оно даже зависит от того, мажешь ли ты соус сразу, либо мажешь ты соус потом, как ты наложил курицу и овощи. Даешь ли ты соус там по диагонали или ты мажешь его прямо. От этого вкус меняется, потому что оно перемешивается по-другому. Мы разработали собственный рецепт чесночного соуса, собственный острый соус, собственный томатный соус. Мы сами поставляем овощи на своей шаурме. Единственное, что курицу мы берем у людей, которые делают ее халяльную. Но так же, как и у всех, у нас бывает иногда, не часто, проблемы с тем, что курица приходит пересоленная. Но это очень такой, знаешь, человеческий фактор. А как вообще этот процесс выглядит? То есть ты взял поваров, нанял, заплатил им деньги, они тебе тестили шаурму, то, что ты говоришь, 12 килограмм, то есть и вы все просто пробовали и определяли, вот это вкуснее, вот это менее вкусное. Ну, Леш, мы в первую очередь начали стартовать с рецептов соуса. Мы взяли от разных поваров их разные рецепты, взяли технолога, проработали эти соусы. То есть нам подошли соусы, они должны быть не кислые, не сладкие, без сахара. Чеснока должно быть немного, должно быть в меру. Тебе не должно вонять чесноком во рту, когда ты поешь шаурму. И мы, наверное, около 2 недель просто тупо тестировали соусы с кунжутом, без кунжута, с маслом, без масла, ну и так далее и тому подобное. Вот. Когда мы оттестировали соусы и выбрали из этих ряда соусов 3, которые нам нравятся, мы начали тестировать, как мы их будем заворачивать, потому что есть там несколько способов заворачивания шаурмы. Также мы тестировали в это время еще нескольких поставщиков, а именно 8 поставщиков мяса для шаурмы, шаурму с индейкой и так далее и тому подобное. То есть это реально работа, когда ты приходишь и начинаешь есть. Ешь, ставишь оценки, даешь комментарии, его переделывают, ты снова ешь, пробуешь. Ну, короче, это такой долгий процесс, пока ты не упираешься и говоришь, вот это она. И тогда мы ее принимаем. По поводу шаурмы очень много шуток там про котов, собак и тому подобных вещей. Ты говоришь о поставщиках мяса. Как вы его контролируете, там, как вы его выбираете, насколько оно качественное? Поставщик от поставщика мяса, каждый друг друга отличается. То есть, что такое мясо для шаурмы? Это определенный набор, если брать курицу, например, это определенный набор грудинки на этом вертеле, определенный набор бедрышек. Оно может быть 70/30, 45/55 и так далее и тому подобное. От этого зависит жирность этой шаурмы, от этого зависит сам вкус и будет ли она сухая, если там много, например, грудинки, или будет она сочная. То есть мы еще регулировали вот этот процент и выбрали для себя оптимальный. Второе, мы обращаем внимание на тех поставщиков, которые могут постоянно держать стабильное качество. Стабильное качество — это в меру перченое, в меру соленое и поставлено вовремя. Но таких поставщиков очень мало, и даже те, которые нам поставляют, иногда делают ошибки, потому что шаурму нанизывают на вертел не роботы, а люди. Поэтому там немножко сыпанул соли, немножко сыпанул перца, этот вертел уже не совсем годный. По поводу, шаурма шаурмой, но у вас в меню должно быть что-то, кроме шаурмы, или одной шаурмы достаточно. Что у вас в меню, как вы определялись, там, широкое сделать меню, там, пару позиций? Я попытался сделать
все очень гибко. То есть у меня есть меню не только шаурма, ну, например, шаурма у меня стоит от 39 гривен, и там, в зависимости от того, в чем это, то есть с курицей это 39 гривен минимальная, и, например, с индейкой у нас она идет большая 89 гривен. Это если брать шаурму. Я попытался шаурмой занять большой сегмент пользователей. Да? Кто-то любит шаурму там, ППшную с индейкой, тот выбирает, она платит дороже. Кто-то любит стандартную с курицей, к которой все привыкли, тот может купить ее за 39 гривен. Вот. Также я добавил хот-дог, который мы тоже прорабатывали. Вот. Это для тех людей, которые не могут себе позволить купить шаурму. Он стоит у нас 29 гривен. Вот. Мы сделали также очень вкусную картошку. Мы сделали также донер-боксы, которые являются уникальной позицией для шаурмы. Это то же самое, как шаурма, только без лаваша в китайском боксе, вот, с добавлением картошки фри. Мы также подаем айран, также у нас есть Киев суп. Это гороховый вкусный суп собственного производства. Вот. И все наши соусы, которые предлагаются для шаурмы, мы делаем лично сами и гарантируем, что они сделаны из натуральных ингредиентов, без добавок, консервантов и тому подобное. А что вот из всего этого самое ходовое? То есть шаурма все-таки какой процент? Допустим, там супа 5%, дёнер-боксов 20%, шаурмы 70%? Или как? Самая популярная позиция – это шаурма с курицей, потом идет донер-бокс с курицей, дальше идет хот-дог. Как ни странно, я думал, хот-доги вообще не будут продаваться, но хот-доги есть очень популярная позиция, у нас они вкуснейшие. И супы покупают обычно люди, которые заказывают себе обед в офис. Поэтому они хотят суп, там, например, и шаурма, суп или донер-бокс. Также мы изготовили под сезон свои домашние лимонады из цитрусовых. А какое вообще нужно оборудование, когда ты открываешь шаурму? Смотри, нужен вертель для шаурмы, нужна фритюрница, нужен вертикальный гриль для хот-дога, нужна холодильная витрина для всех ингредиентов, нужна просто холодильник, нужен холодильник для напитков, нужен морозильник для хранения тех продуктов, которые хранятся замороженными, нужен кассовый аппарат, нужен терминал, нужен принтер. Ну и нужно сделать, грубо говоря, в этой шаурме ремонт, а также не забыть поставить классную музыку. По поводу ремонта, я заметил, что и во втором твоем бизнесе, и здесь у тебя довольно стильно все оформлено, очень красиво выглядит, то есть все очень дорого выглядит. Как ты считаешь, это дает дополнительную прибыль в твой бизнес или наоборот снижает ее? Основное, чего я хочу добиться, чтобы люди зашли в мое заведение и почувствовали какой-то концепт. То есть, если они заходят во второй мой бизнес, они чувствуют концепт фермерского мяса или фермы и так далее и тому подобное. То есть, там все сделано в стиле лофта, есть какая-то зелень, есть там изделия из дерева. Здесь я хотел бы показать, что вы заходите на профессиональную кухню, на которой вам приготовят классный донор, либо донор-бокс, либо классный суп и так далее и тому подобное. А как ты думаешь, повышает ли это продажи? Все люди, которые заходили, для них было удивление просто увидеть такого типа шаурмы и увидеть, например, Киев донор в формате кафе. Да, то есть несомненно повышает, а формат кафе, наверное, удваивает продажи, как минимум. А как ты вообще контролируешь качество своей продукции, соблюдение рецептуры поварами, поставок и так далее? Как ты выстраиваешь систему контроля этого всего? У нас есть заготовительный цех, и вся продукция, которая идет из заготовительного цеха, пробуется не каждый день, но например, раз в 3-4 дня пробуется. У нас бывало, что приходит кислый соус, мы его сразу меняем. Бывало, что приходит соленая шаурма, мы пытаемся сразу договориться с поставщиком, чтобы он такое больше не делал, либо меняем, если вся партия пересолена. Все остальные моменты, пока ошибок не было, то есть лимонад всегда приходит одного и того же качества, чесночный соус всегда приходит идеального качества, все овощи всегда проверены идеального качества и вкуса. Соленые огурцы мы берем тоже у конкретного поставщика. Сосиски всегда одни и те же, потому что это делается для нас на заказ. Я недавно у тебя в сторис увидел людей в белых халатах, и я так понял, что у тебя была проверка. Правильно? Да, недавно был интересный случай, как-то в Одессе около 40 людей отравилось шаурмой, и был какой-то указ или приказ президента проверить все шаурменные, которые есть, я не знаю, по Украине, либо в Киеве, я знаю за Киев. Много моих конкурентов просто были закрыты несколько дней, то ли 3, то ли 4 дня. А мы работали, и
Около 2-3 раз нас просто проверяла полиция на наличие документов, на то, чтобы оформлены сотрудники были. Вот. И потом к нам пришла санстанция, хотя мы подали декларацию, что у нас там все в порядке. И сделала у нас смывы, анализы кетчупов, анализы шаурмы. Вот, предварительно результаты показали, что у нас все окей. А как вообще этот процесс происходит? Нервничал, тяжело было, легко? Во-первых, ну непонятно, почему к тебе пришли, да. Сейчас закон очень странно регулируется, когда к тебе могут прийти и во сколько. То есть люди пришли после того, как их уже 3 раза проверяла полиция. Странно уже, там люди на точках, уже странно кого-то, ну типа, кто-то им стучится, они уже дергаются, да. То есть инстанция первый день пришла и просто проверила все документы, то есть все накладные, все сертификаты, проверила градусники в морозильнике, в холодильнике, сроки хранения, если на каждом соусе бирка, когда он был изготовлен, когда он должен закончиться и далее подобное. А на второй день приехала лаборатория, забрала мясо на анализ, забрала соусы наши на анализ. Вот. И есть предварительные выставки, нет еще официальной бумаги, что все у нас нормально, никаких там бактерий, чего-то еще не найдено. Но сейчас есть такое, что проходят проверки всех мест, в которых изготовляются шаурменные, ну, всех мест, которые делают шаурму. Вот. И я надеюсь, что рынок шаурмы скоро придет в какой-то порядок. Да? Взятку не просили? Нет. Как ты вообще продвигаешь свою компанию? То есть каждой компании нужны клиенты. Как ты увеличиваешь количество клиентов в Киевдонер в частности? В Киевдонере основное, что я делаю в Киевдонере, это стараюсь постоянно контролировать качество продукта, который мы продаем. Когда открывается шаурма в Киеве, первый месяц обычно там все вкусно, потому что сам владелец контролирует это качество. Да. Второй месяц хуже, третий хуже. Это не только шаурмы касается, это касается также ресторанов, также другого бизнеса, который, грубо говоря, ты поставил на какие-то рельсы и толкнул, и он куда-то там дальше едет без тебя, да, уже без твоего присутствия. Поэтому первое, что я делаю, это постоянно контролирую качество продукта, который выдается здесь на кухне. Второе, что я делаю, я ввел маркетинговую программу, еще не до конца, но ввел маркетинговую программу, от которой 5% от покупок будет идти тебе на бонусный счет, и потом ты сможешь этими бонусами покупать у нас продукцию. И третье, что мы еще тестируем, но не ввели в обиход, это шаурма от 1 минуты. Грубо говоря, у нас уже будут подготовлены роллы шаурмы. Вот, и мы их только для людей, там, где большая потоковость, будем ставить на гриль, нагревать и выдавать. То есть, грубо говоря, повышая скорость выдачи продукта, ты начинаешь повышать качество обслуживания, сервиса и ожидания людей. То есть люди, когда видят шаурму, они ожидают вкусный продукт, быстро поесть, недорого поесть. А если еще быстро выдали и дали кофе, то они раз за 1 минуту забрали, поехали на маршрутке, пошли по своим делам. Короче, занимаются своей жизнью, они ждут в очереди. Что, в принципе, я, например, ненавижу делать. А как ты вообще считаешь, что самое главное для твоего клиента? То есть для него скорость, цена, вкус, что вот самое главное? Для моего клиента самое главное это то, что чувствовать, что в эти шаурменные вложена душа. Например, если там мы разработали кофе, то это кофе, который там я лично попробовал, мы брали его зеленый, лично заказывали обжарку, и у нас сейчас кофе максимум 2 недели, 2 недели он весь все заканчивается, свежеобжаренный, да, это 100% арабика, это с Гондураса кофе, вот, оно с небольшой такой кислинкой. Люди просто говорят, мы не ожидали, что в шаурменной может быть такой классный, кайфовый кофе. Заходя в нашу шаурмену, я хотел бы, чтобы люди почувствовали, что продукт был сделан для них, продукт был сделан с душой, продукт был сделан лучше, чем у других компаний. Вот, выданным быстро, хороший сервис, обслуживание и так далее и тому подобное. Почувствовали вот это именно на себе. То есть пришли и порекомендовали нас другим своим друзьям, знакомым, родителям. Вообще сейчас шаурмы, как в принципе уже давно, ее везде очень много. Ты заходил на этот рынок, как ты заходишь сейчас на этот рынок и довольно активно, и, насколько я понимаю, это все развивается. За счет чего ты победишь всех своих конкурентов? Я особо с конкурентами не борюсь, но я постоянно работаю над улучшением вкуса шаурмы и постоянно разрабатываю новые рецепты, внедряю их на свои точки. Вот. И дойдя до этапа, когда я могу сказать, что там 2 месяца прошло, вкус шаурмы не поменялся, вот как было там с первого дня, и прошло там 60 дней, да, она не пересоленная, не переперченная, ничего такого. Вот если я налажу такую систему у себя в шаурменных, а я к этому иду,
то я не думаю, что со мной сможет туда конкурировать в этом плане. На что не стоит тратить деньги, когда ты открываешь шаурму? Наверное, я бы скажу, на что стоит тратить. Я бы рекомендовал тратить деньги на всю маркетинговую продукцию, которая показывает, кто ты. Киев Донер — это другая правильная шаурма, созданная с натуральных продуктов, которая в корне отличается от конкурентов. Я не говорю, что от всех конкурентов, но от большинства. И поэтому вы должны об этом везде рассказать, раскричать и так далее. То есть никто не знает, что у меня 100% арабика, которую лично я выбирал, и у меня тахикардия, да, случилась. Но об этом нужно сказать, потому что человек откуда он знает, что ты туда вложил, какую мысль. Вкладывайте деньги в маркетинговую продукцию, не жалейте. Давайте на открытии попробовать шаурму. Не надо делать бесплатный кофе там, или что-то еще. Это не ваш продукт. Дайте конкретно тот продукт, который вы хотите продавать. Если это донер-бокс, дайте донер-бокс бесплатно. Если это шаурма, дайте шаурму бесплатно. То есть дайте людям попробовать. Если это действительно правильный продукт, вы увидите, что эти же люди к вам возвращаются. Ты все точки открываешь по франшизе? Не все. Не все? Часть своих? Да. А те, которые открываешь по франшизе, ты как выстраиваешь модель взаимоотношения с франчайзи? То есть они это открывают, ты открываешь. Как это работает? Я начал с того, что я начал это все открывать за франчайзи. Но я это попробовал для своих друзей, которые сейчас являются моими франчайзерами. Вот. И эта модель имеет свои плюсы и минусы. Вот. На самом деле я сейчас работаю вот с новыми всеми франчайзи, работаю по такой модели. Мы предоставляем всю абсолютно необходимую документацию, контакты, план, график работ, как это все делать, да, что зачем делать, последовательности, диаграмму Ганта управляющему, управляющему, который работает на компанию франчайзи, и он самостоятельно, совместно с нами, то есть мы проверяем, он делает, воплощает этот проект в реальность. И тогда, когда он его воплотил в реальность, он уже другие свои точки может открыть сам, но тут реально ему помощи не нужно. Вот. И обычно франчайзи у меня берут не одну точку, потому что, как бы это глупо, зачем одну точку там держать, а обычно заказывают там от 3 до 10 точек. Ну, пробую сначала, там, грубо говоря, 2, а потом там давайте попробуем 2, а потом посмотрим, куда-то будем двигаться. Ты, наверное, единственный человек, у которого есть шаурма, он знает, что такое диаграмма Ганта. Да, наверное, не знаю. А по поводу вот работы с франчайзи, какие у тебя есть советы для тех, кто хочет открыть свою франшизную сеть? Устанавливайте правила, за что ответственен франчайзи, за что ответственен ты. И тогда, если есть правила игры, у вас не будет никаких ссор, конфликтов и все такое. И держите свое слово, как бы пообещали это, делайте это. Даже если там вы в убыток, так сказать. И по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. И сегодня это будет очень необычный способ. Что это будет? Ребят, напишите сами, что бы вы хотели получить в подарок. Напишите это в комментах к этому видео. Вот. Но этот подарок должен быть до 1000 гривен. Да? То есть это может быть набор шаурмы, абонемент на шаурму и так далее и тому подобное. В общем, фантазируйте, присылайте ваши варианты, и мы обязательно вам подарим за лучший комментарий этот подарок. Ну что ж, друзья, самый креативный комментарий будет оценен, и вы получите подарок. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч! Пока!